Доброго времени суток. Добрый вечер. Канал Masters of Body вас приветствует. И тема сегодняшнего выпуска – очередной стереотип. Тренировка собственным весом на турниках, на брусьях – самый безопасный вариант сделать свое тело, привести свое тело в порядок. Соответственно, работа с тренажерами, работа с железом у некоторых людей считается чем-то опасным и небезопасным и неблагоприятным. Нам кажется, это стереотип, и мы попробуем сегодня этот стереотип развенчать, показать все за и против двух мнений, двух бытующих методик, с чего же лучше начинать, чем лучше приводить свое тело в порядок. Собственным весом, турниками и брусьями, или все-таки же работой в тренажерном зале. А разобраться в этом вопросе нам сегодня поможет Андрей Шарапов и его подопечный Геннадий. Сколько вы тренируетесь, как давно начали процесс становления своего тела, приведения его в порядок? Около 10 лет. 10 лет. Вопрос сразу же. Сколько раз подтягиваетесь на турнике? Мало. Брусья. Встречный вопрос. Брусья. Ну, больше, скажем так. Брусья больше. И теперь к чему я все это веду? Вот хочется сказать, если человеку по каким-то причинам брусья и турник не даются, вопрос, все остальное что? Опасно, то есть не заниматься собой, не развивать свое тело, не развивать свои способности. И напрашивается второй вопрос, будет ли эффект от занятий в тренажерном зале, на тренажерах, если мало или не использовать, так сказать, безопасные турник и брусья. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мы сейчас просто попросим Геннадия подтянуться на турнике, а я попробую объяснить, что происходит с организмом в этот момент. Итак, начали. Еще раз, наверное, достаточно. Итак, давайте попробуем разобраться, что сейчас было. То есть, прошу обратить внимание в первую очередь на возраст подопечного Андрея. Геннадий, сколько вам лет? За 55 лет. 55 лет. Теперь давайте обратим внимание на антропометрические особенности человека. Рост 199. 190. Соответственно, размах рук, как вы можете видеть, то есть достаточно большой. Отсюда рычаг силы, который прилагает усилия на локтевые суставы и на плечевые, тоже будет достаточно большим. Андрей, можно вас попросить подтянуться? Можно, но подтягивание я тоже исключил из-за своей Ничего. массы тела. У меня начинают болеть плечи. Достаточно. Как вы можете видеть, человек с более короткими рычагами, естественно, легче выполнит данное упражнение. То есть нагрузка на локтевые сухожилия, на плечевые суставы будет гораздо меньше. И теперь вывод и вопрос, который мы хотим сделать. То есть, если человеку действительно так тяжело подтягиваться, получит ли он пользу от так называемого безопасного тренинга собственным весом на турнике? То же самое сейчас попробуем сделать с брусьями. Геннадий, пожалуйста. Хорошо, достаточно. Итак, наблюдаем, да. С брусьями немножко легче, но характерные усилия прилагаются на плечевой пояс, на локтевые суставы. Для сравнения попросим Андрея сделать то же самое. 2-3 повторения. Хорошо. Пожалуйста, помедленнее. 1, 2, 3. Достаточно. Также слышно характерный хруст в суставах. Несмотря на то, что рост Андрея значительно меньше и рычаг давления на локоть и на плечо также меньше, то есть усилия меньше. Тем не менее, назвать это упражнение абсолютно безопасным я бы не рискнул. И теперь напрашивается также вопрос по поводу и одного, и второго упражнения. Что же делать, если человек ввиду каких-то своих возрастных ограничений, антропометрических ограничений, не совсем комфортно ему заходит это упражнение?
Встает вопрос по поводу безопасности и целесообразности таких тренировок. Это может относиться и к начинающим спортсменам, и к возрастным спортсменам, и к людям, которые пережили в своей жизни какие-то травмы, микротравмы. Андрей, по-моему, если не ошибаюсь, у Геннадия проблемы со спиной. Да. Да, Ген? Можно уточнить, что именно? Грыжа позвоночника. Вот. Дорогие наши зрители, хотелось бы теперь отметить, что если бы человек по рекомендации некоторых, в кавычках сказать, специалистов занимался бы только собственным весом или пытался бы заниматься собственным весом, решить эту проблему было бы, на мой взгляд, крайне сложно. Ген, скажите, вот занимаясь в самом зале, да, вы используете тренажеры? Постоянно. В спине какие-то изменения наблюдаются вот, по отношению к этим проблемным зонам грыжи? То есть вам стало легче, стало тяжелее, были ли проблемы? То есть как это повлияло на вашу обыденную жизнь? Я так скажу, если бы я не занимался, я бы сейчас бы тут не стоял. Это вот одно ключевое слово. Мне значительно упрощает жизнь и в быту, и вообще. И тонус в организме хороший от тренажеров. Скорее всего, Поэтому мы не делаем. Если ни брусья, подвести ни короткий итог, то есть подтягивания. не так уж страшен черт, как его малюют. И то, что у некоторых считается небезопасным, тренировка с железом, так называемым, в тренажерном зале, на самом деле все-таки оказывает свое положительное влияние, если так можно сказать. бывают обострения, но они достаточно быстро уходят. А теперь мы пройдем к аналогичным тренажерам, которые могут продублировать эту нагрузку, и посмотрим, насколько будет отличаться работа собственным весом и работа в грузоблочном тренажере. Не спеши, полностью вниз сократил и полностью вверх растянул. Теперь Корпус вы на можете месте. наблюдать, дорогие наши зрители, Вот как так. происходит работа на широчайшие мышцы Не спеши, не спины, упражнения, которые дублируют или, можно даже сказать, замещает подтягивание на турнике, как происходит в грузоблочном тренажере. Во-первых, на первый взгляд вы сразу же видите, что работа происходит очень плавно, медленно и полностью подконтрольно. То есть нет рывковых движений и нет резких движений, которые исключают повреждения локтевого сухожилия и которые исключают травмоопасность плечевого сустава. То есть таким образом мы закачиваем грудной отдел позвоночника, укрепляем, прорабатываем непосредственно широчайшие мышцы спины, ну и также включаются безопасно бицепсы, трицепсы, в общем, все, что можно, все работает. Вы можете наблюдать работу в тренажере, тренажер Hammer, в котором так же, как и на брусьях, прорабатываются грудные мышцы, трицепсы, дельтовидные мышцы. Разительно значительная разница между работой в брусьях. Во-первых, нет никаких скрипов. Опять же, движение идет очень плавное. И если человек только появился в тренажерном зале первое время, то есть врабатываемость мышц на начальном этапе, первый месяц-два, то есть когда идет адаптация, она будет значительно мягче, чем работа с собственным весом, которая является абсолютно неподконтрольной на брусьях или любых других снарядах, которые, на которых невозможно регулировать нагрузку. Если человеку тяжело, мы можем взять любой минимальный вес, то есть уменьшать от подхода к подходу, менять этот вес, делать его как больше, так и меньше, в зависимости от состояния человека, от возможности его контролировать амплитуду рабочую. Правильно, тренер? Да. Геннадий, как ощущения? Отлично. Болевые ощущения есть где-либо? Вообще никаких. А если сравнить с брусьями, вот ощущения как? Тогда на брусьях совсем тяжело. То есть, как видим, дорогие наши зрители, то есть здесь человек может контролировать свои движения, контролировать свои ощущения и не чувствовать себя таким неумехой или там каким-нибудь еще неполноценным спортсменом. Вот. На брусьях же и на турнике такой контроль, в принципе, большинству людей, к сожалению, невозможен. И назвать эту работу безопасной, а эту опасной, ну это абсолютно неправильно. Это как-то, как минимум, не тактично и неграмотно. Андрей, как ты думаешь, почему бытует такое мнение, почему люди культивируют такое мнение, некоторые тренера, я не знаю, как их назвать, Была одно время мода на, как ты правильно сказал, на турникменов, и они развили эту, скажем так, область фитнеса, но если обратиться на статистику, посмотреть, занимаются этим молодые ребята, у которых
связки, суставы, сухожилия. Более эластичные. Да, и восстанавливаются Восстанавливаемость быстрее. гораздо быстрее, Да, совершенно поэтому, верно. и опять же таки, все равно, если придет молодой человек в эту сферу фитнес-деятельности, и у него будет это все слабое, 1-2 раза он будет делать, у него откажут во время повторения мышца или связка, над ним нужно стоять и стоять подконтрольно человек, который не даст ему резкого падения или чего-то еще. Это еще один минус этого всего. А в нашем, скажем так, в нашей тусовке, в нашем фитнес-индустрии, в нашем Вредной, зале, да? вредном, Там, где мы опасно, можем там, где человеку, вредно. который не может взять 10 килограмм, дать Найти 3. хорошую альтернативу. В любом он случае, любой получит- оборудованный зал – это возможность, возможность большого набора инструментов. Да. Всегда можно найти альтернативу человеку, подстать его физическому состоянию, подстать его здоровью, подстать его возрасту и другим любым его индивидуальным качествам. Еще момент, хочется сделать отсылочку. У нас был ролик, выпуск про резинки. То есть часто наблюдал, как ребята на турниках, которые, естественно, не могут, начинают вешать резинки. Уважаемый, 21 век на дворе. Повесить эту штуку, особенно когда это делают в тренажерном зале, крайне смешно, засунуть туда ногу, потом эта резинка вам между ног вопьется, еще не дай бог. Ну, честно, это как-то уже не актуально. Для того, чтобы так пропагандировать свой, ну, не знаю, там, ЗОЖ там, или какой-то натуральный тренинг, ну, мне кажется, это психологический аспект. Возможно, какие-то тренера боятся какой-то своей, ну, может быть, некомпетентности или малого количества знаний, боятся, что от них уйдут клиентура куда-то еще, куда-то там, не знаю, ну, наш спорт или любой другой. Мы можем сказать одно, мы этого не боимся, каждый человек может прийти, попробовать. Вот Мы как даем Геннадий, и в 50 альтернативу. лет мы даем возможность выбора, то есть, пожалуйста, развивайтесь разнообразно, пробуйте тренажеры, пробуйте свободные веса. Если Бог дал вам силы, конечно, вы можете владеть своим телом на турниках, на грудь, это замечательно. Но если таких возможностей у вас нет, и вы хотите, чтобы вырабатываемость, адаптация была максимально мягко, максимально комфортно и, главное, в удовольствие для жизни, то тренажерный зал, как, в принципе, можно видеть и по зарубежным посмотрите на любую команду спортивную, по бейсболу, по баскетболу, по американскому футболу. У них все основные межсезонья все проходит в тренажерном зале. О чем это свидетельствует? Тренажерный зал, как бы это многим не нравилось, но это является базисом для любого вида спорта в современном мире. Для реабилитации, для взрослых, для женщин, для беременных, для опытных спортсменов, для бывалых спортсменов с накопившимися микротравмами, для чемпионов, для начинающих. То есть, итак, welcome to the тренажерный зал. Еще я хотел бы кое-какой момент подчеркнуть, что когда вы приходите в тренажерный зал, вы должны размяться. И, естественно, вы разминаетесь с очень легким весом или без него. А когда вы становитесь на турник, вы не размялись, и вы сразу начинаете свое тело все поднимать. Да, Тут тоже но есть маленький собственным момент. весом сделать шаги вот эти вот разминочные крайне Нельзя. сложно. И сегодня Геннадий 4 килограмма, например, сделал мне на грудь жима. Завтра, послезавтра. А через месяц он уже 6 возьмет. А потом 8. Мы дойдем до какого-то хорошего уровня. А здесь сразу научиться там быстро подтягиваться 10 раз. Когда ты один раз подтягиваешься, это очень тяжело. Главное, И там может быть травмоопасно. травмоопасным, да. То есть не каждый человек может оставить без вреда работу своих сухожилий и связок. Допустим, Геннадий, сколько вы весите? 112. Ну вот представьте, 112 килограмм на ваши локти. Ну у каждого они выдержат или нет. В то время как в тренажере можно взять 20-30 килограмм, то есть подобрать нагрузку адекватную, и мышца будет развиваться как бы в тонусе, и тело будет меняться, фигура будет будет травм. меняться. И да, можно минимизировать риск травм. Ну вот, благодаря такой вот небольшой тренировке, которая показала... Сравнительный. Да, сравнительной. Сказать. Которая показала работу со свободным весом и работу в тренажерном зале. Я думаю, вы все увидели. Константин сейчас красиво дополнит наш сегодняшний эксперимент. Да, в первую очередь хочется сказать, что мы ни за, ни против. Естественно, мы не хотим как ни в коем случае уничижать достоинство ребят, которые могут владеть досконально своим телом на турниках и брусьях. Для меня это всегда было высшим пилотажем, но я не отличаюсь от большинства клиентов, и в детстве мне очень тяжело давалась работа. Я пытался, я не слазил с турников, я не слазил с брусьев, но мне это давалось крайне сложно.
И если бы не тренажерный зал, то есть я бы, наверное, ну, так оно бы и осталось где-то в прошлом. Только благодаря тренажерке, ну, к сожалению или к счастью, так есть, как есть, я как-то смог подкачать свою спину, как-то смог подкачать себя. Андрей тоже не был самородком телосложения, насколько я помню его 20 лет назад. Он тоже был маленький и неказистый в школе, и благодаря именно бодибилдингу и работе в тренажере. Нас таких много, на самом деле, качалка, тем, кому Бог не дал таких данных, которые могут, генетики, да, идеальной способности быстро восстанавливаться, там, крутить солнышко на турниках, на брусьях и такому прочему. Поэтому мы ни в коем случае ни за, ни против. Мы только представляем вам, пытаемся предоставить различную информацию, чтобы вы сделали свой выбор, сделали свои выводы правильные. И если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, задавайте, ответим. Всегда ваш мастер of body. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. Следите за нами, и вы, наверное, подчеркнете много полезной и хорошей информации.